Делая шаг за шагом к вершине, снова и снова ловлю себя на мысли. Почему я часто не помню того, что было вчера вечером, но при этом отчетливо вижу каждую минуту восхождения, совершенного 5, 10, 15 лет назад. Это свойство нашей памяти – фиксировать только то, что для тебя важно, только то, что делает твою жизнь яркой, а рутиной и суетой не занимать место на жестком диске. Или это свойство гор и дикой природы – вмещать в одно восхождение столько эмоций и впечатлений, вызовов и ситуаций, что один день здесь порой как целая жизнь внизу, в суете городов и в потоке машин. Так можно ли рассказать о восхождении за 20 минут? Словами нет. А фильмом, пожалуй, стоит попробовать. Ну что, братцы, собирайтесь? Приключения начинаются тогда, когда идеи приходят в твою голову. Но на этот раз идея пришла в голову не мне, а моей дочери. Ей снова захотелось сходить в горы. Точно? Я вам не верю ни тому, ни другому. Приключение начинается, когда ты выбираешь маршрут, рассчитываешь продуктовую раскладку, собираешь вещи. Ты уже наполовину живешь в горах, на автомате выполняя свои городские обязанности и задачи. Ты садишься в самолет, в машину, чтобы вырваться из цепких лап цивилизации, но она достает тебя звонками с места твоей работы и мобильным интернетом. Но постепенно на дисплее смартфона пропадают все палки, и ты можешь наслаждаться природой, обществом попутчиков и тяжелыми рюкзаками. Ну вот, братцы, теперь-то это настоящий поход. Уходя в горы, мы пересекаем черту, оставляя рутину и погружаясь в область особенных впечатлений, которые останутся с нами на всю жизнь. А камера мобильного телефона, квадрокоптера или фотика сохранит эти впечатления более яркими, зафиксирует их, чтобы впоследствии поделиться с другими. Вот посмотрите, ребята, кто ходит без пропусков. Как камеры видеонаблюдения. Офигенное место. Не, давайте тут. Давайте здесь. Мы не дошли до ванн, потому что мы интроверты, и вот они в данный момент ставят палатку. Мы не дошли час или полтора до лагеря и поставили палатку в живописном месте, где нужно постигать дзен. Мы больше не были городскими жителями, мы наслаждались простым ужином, тем, что дождь не очень сильный, и тем, что впереди еще целых 6 таких же дней. Ура, ребята! Солнце! Прогноз сбывается. Ну вот же оно счастье, совсем рядом. Стоило только выглянуть солнышку и слегка просушить одежду, а ты уже самый счастливый человек на этой планете. И у тебя нет связи, поэтому это идеальный горный маршрут для очищения мозга всей нашей честной компании.
Ведь если я могу отключить телефон, что обычно и делаю на отдыхе, другие пытаются оставаться онлайн, постят фоточки и сторис при любой открывшейся интернет-возможности. Так вот, Казбек с севера, в отличие от юга, пока еще лишен этого зла под названием мобильный интернет. Сегодня у нас день отдыха. Проспали 12 часов. Утром выглянуло солнышко. Все просушили, позавтракали. И идем на ванны. Сегодня хорошую погоду обещали. Лишаясь мобильной связи, ты обретаешь чувство свободы. Теперь у тебя каждый день есть цель – дойти из пункта А в пункт Б. И больше никаких списков дел, задач, намеченных встреч. Хорошо, когда нет даже обратных билетов. А как хорошо, если сегодня пунктом Б значатся верхнекармадонские горячие источники. Итак, друзья, мы достигли самой важной точки нашего восхождения на Казбек. Когда мы ее достигнем, Сколько раз эти ванны стирала с лица земли стихия. Но ручейки упрямо пробивались из-под земли наружу, чтобы день за днем наполнять блаженством тела уставших путников. Вот здесь ты и понимаешь, что есть настоящая свобода. Оглянитесь и не спешите, насладитесь ею, даже если нужно спешить, чтобы занять место под палатку. Когда ты поднимаешься в гору, то каждый день не похож на другой по определению, ведь ты набираешь высоту, и природа вокруг меняется. Сегодня нас ждало несколько ключевых участков маршрута. Сразу же после лагеря нужно переправиться через реку Гиналдон, мост, через которую давно разрушен все той же стихией. Остались только металлические тросы. Вот и отлично. Быстро, четко, без зараний. Потом нас ждал час или два подъема по Курумнику до ледника Майли и переправа через него. кошки я уважаю. Из альпинистского сооружения это, мне кажется, самая адекватная хрень. После ледника идет подъем по несложному контрфорсу по закрепленным тросам. Если тебе надоело, можно использовать еще одну степень свободы – не идти до намеченного на сегодня пункта Б. В оправдание стоит придумать усталость, ухудшение погоды, отсутствие мест под палатки в пункте назначения. Хорошо, когда команда согласна, и в пункте Б тебя ждет вот такой вот вид. И вот такой ужин, после которого ты знаешь, что такое счастье. Давай ешь, ты все жалуешься, что тебе мало. Они меня больше не возьмут с собой в горы. Если всю ночь шел дождь, а к утру распогодилось, значит кто-то из нас счастливый. Или все мы, что наиболее вероятно. И пусть палатка мокрая и мерзнут руки, а рюкзак тяжелый и болит спина, но ведь за этим мы сюда и пришли. Сегодня нам предстояло набрать 1000 метров по вертикали до штурмового лагеря на 400.
Стоянки у креста на 3500 прошли не останавливаясь. Попили чай у скалы на 3700. Забегая вперед, скажу, что это был физически самый сложный день на всем восхождении. Я даже от усталости чуть было не потерял фотоаппарат. Оставил фотик на предыдущем привале. Пришлось налегке сбежать метров 80. Сейчас вон набирать опять. Вот что значит человек рассеянный. Но глаза боятся, а ноги делают. И к 11:30 мы выползли к штурмовому лагерю на 400. Вот наконец-то показался Казбек. Кто рано встает, тому достаются хорошие места под палатку. Но помимо мест, тут были такие виды. В таких вот местах, а не под фикусовым деревом, Будда и достигал просветления. Остаток дня мы провели, слоняясь по лагерю и наслаждаясь свободой от всего, в том числе и от назойливых мыслей. Здесь и сейчас, и больше нет ничего. Ведь если думать о завтрашнем восхождении, то дзен постичь не получится. Вот еще я очень рада, что у меня нет связи. Душа и тело были готовы к решающему выходу, а значит, акклиматизация прошла успешно. Лагерь засыпал засветло. Вверху у палаток таяли звуки, а внизу кипели облака. Итак, друзья, время 3:21, высота 4100. Мы выходим на Казбек. Рассвет в горах – это отдельное чудо света. Ради него одного стоит подняться выше линии снегов, чтобы насладиться красотой, запечатлеть в памяти, на фото. Хотя, конечно, никакая картинка не передает реальности. Но реальность уходит, а картинка остается. Мы перешли каменную гряду, и ветер жутко усилился. Но картинка была статичная. Снег волнами застыл на плато, по ним можно было изучать дифракцию и интерференцию. Вдали возвышался двугорбый Казбек. Опять мои партнеры по связке шли быстро, и также быстро менялись восхитительные картинки. Вот мы обгоняем очередную группу. Вот пересечение с грузинской тропой. Вот Бергшрунд, за которым начинается подъем на перемычку. Вот солнце показалось из-за склона и стало нереально красиво. Особенно этот классический вид с карабкающейся вверх связкой. Картинки меняются быстро, между ними ничего. Монотонная работа и наслаждение усталостью попадают в корзину и тут же очищаются из памяти. И вот мы на перемычке. Для кого-то это новая высота.
ну тут высота выше, чем я была. Тут же выше, чем Монблан. Да, конечно. Ну вот, можете меня поздравить. Солнце радует нас, а ветер зовет к вершине. Мы видим путь, который нам предстоит пройти, чтобы достичь высоты 5033 метра. Фирн хороший, поэтому осталось совсем немного. Последние метры, когда склон выполаживается и усталость отступает, это всегда волнительно. Вот-вот ты достигнешь цели. Что дальше? Или это когда пересматриваешь отснятый материал в кресле у компьютера волнительно? А там на горе пофиг, одна мысль. Надо еще спуститься. Нет, не одна, еще куча мыслей. Снять панораму, снять сторис для Инстаграма, прогреть батарейку дрона, а то не взлетит. Какие лучше сделать пролеты, чтоб его не потерять. У тех, кто набрал с собой кучу флагов, нужно со всеми сфотаться, а если народу много, ты создаешь очередь. Короче, дел на вершине много, и ты обязательно что-то забудешь. И обилие этих мыслей разрушает в тебе ту нирвану, которую гора приготовила для нас. Не спешите, нажмите кнопку Delete и насладитесь моментом. Ура! Ура! Поздравляю, друзья. Молодцы. Вот, ребята, как выглядит Казбек. Я уже говорил, что спуск – это моя самая любимая часть восхождения. Но при одном условии, если никто не торопит, не стонет и позволяет снимать. Если не надо дюльферять и прыгать по скалам или тропить по пояс в снегу. На спуске ты все разглядишь и снимешь подробно. На спуске ты наслаждаешься кислородом. И спуск с вершины Казбека в хорошую погоду как раз обладает всеми этими качествами. Те из вас, кто курил папиросы Казбек, знают, что у этой горы две вершины. Хотя на пачке нарисован явно не Казбек, а скорее пик Хантенгри и пик Чапаева. Посмотрите сами. Но как бы то ни было, мы не могли позволить себе в такую погоду не попытать счастья сходить на оба Казбека. Руслан решает, идти или нет на второй Казбек. Заметьте, не я это предложил. Так, через буры, так же? Да, только на сдвоенный. То есть вот эта веревка у тебя, а этот конец у меня. Еще. Поход в горы не заканчивается на вершине. Если вы однажды пришли сюда, отсюда очень сложно вернуться. Вас снова и снова будет тянуть в горы. Вы будете читать, смотреть о восхождении других, мечтать и строить планы, решаться, готовиться, покупать снаряжение, искать команду и идти в горы. Это целая жизнь. И если вы досмотрели это видео до конца, вы счастливый человек. Друзья, мы на втором Казбеке. Было несложно, метров 50 в высоту, но жутко кайфово. Да, Казбек западный. Мало кто сюда ходит, но тем не менее. Так можно ли рассказать о восхождении за 20 минут? Не знаю, смотрите сами, что получилось. Пишите в комментарии, а если понравилось, поделитесь с друзьями. И приходите в горы, о горах лучше них самих вам никто не расскажет.